Типичные спортивные девочки из Китая выглядят именно так. А когда подходишь знакомиться, первым делом они спрашивают, насколько долго ты держишь горизонт. Если меньше секунд, чем она, то даже и разговаривать не будут. Что же, шутки шутками, но если посмотреть на официальные результаты китайских, японских атлетов на крупнейших соревнованиях, к примеру, по спортивной гимнастике, то они всегда будут в топе. В Китае, кроме жестких тренировок с армейской дисциплиной, о чем поговорим позже, огромное население, а значит можно и выбрать лучших из лучших, как генетически, так и по способностям в обучении. Популярный японский мальчик, которого сравнивают с Брюс Ли, имя его Русей Имаи, которого тренирует отец с юных лет в направлении боевых искусств. Отжимания на пальцах одной руки, бойцовские навыки, тренировки с нунчаками и многое другое сделали из парня звезду инстаграма в 500 000 подписчиков. Кохей Утимура, японский гимнаст, который мне запомнился по Олимпиаде в Рио в 2016 году. Его коронный снаряд — перекладина. Тогда Кохей участвовал в многоборье. Он легенда современной гимнастики. В Рио он завоевал золотую медаль, но в этот раз к нему как никогда близко подобрался Олег Верняев. Утимура взял золото на перекладине, а Верняев на брусьях. И по сумме баллов Олег отстал и получил серебро в многоборье Олимпиады. Японец признался, что после оглашения результатов впервые так сильно нервничал и не ожидал такого уровня и борьбы от украинца. Топ-воркаутеры — азиаты? Если брать уличный воркаут, то тут по началу развития этого движения китайцы, японцы отставали. Причина банальна. Например, в Китае запрещен YouTube и есть свои увлечения, немного странные, не похожие на других. Своя культура. Воркаут изначально был развит на Западе и в странах СНГ. А вот когда видео по калистенике начало просачиваться в китайские соцсети, тогда они начали набирать уровень, устраивать внутренние чемпионаты. В 2016-м Всемирная федерация воркаута провели суперфинал Кубка мира в Пекине. Это был первый чемпионат такого масштаба в Азии. На моем канале Владерович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Если посмотреть на некоторых уличных спортсменов, то они могли бы составить конкуренцию и гимнастам. Ведь вряд ли даже самый титулованный гимнаст сможет без подготовки выполнить элементы на пальцах. Ну и конечно девушки. Азиатки тренируются не меньше парней. Как видим, элементы full планж, горизонт, передний вис, выжимание из горизонта в стойку — это для них не проблема. Если передний вис я еще видел у девушек из Украины, России, то full планж и выход в стойку — это действительно сильно. Тренировки азиатов. Если брать Китай, то в гимнастику их забирают в возрасте от 4 до 6 лет. При жестком отборе их проверяют на врожденные способности сразу. Тренировки проходят с одним выходным в неделю около 9-10 часов за день. Почти полная изоляция от семей. Мальчиков и девочек забирают в тренировочные лагеря, которые вполне сравнимы с военными училищами. С родителями юным атлетам разрешается видеться ограниченное время, один раз в неделю, и ни малейшего отрыва от тренировочной жизни. Тут сразу пробегает мысль, но у них же нет детства. Отчасти это так. Взрослея физически и морально, без общения с внешним миром, можно превратиться условно в робота, которому чужды привычные нам чувства. С другой стороны, родители, отпуская в спортивные училища своих детей, полностью могут оставаться спокойными за их безопасность и то, что они будут сыты и в тепле. Но для развития дисциплины в китайских спортивных школах на начальных этапах тренера требуют выполнять большие объемы работы, в чем можно убедиться, взглянув на примеры тренировок. Мотивация иногда бывает и палкой, в прямом смысле, которая есть у тренеров. Несмотря на то, что в юном возрасте тело более гибкое, чем у взрослого, но тренировки шпагатов для скорейшего изучения проводятся на грани боли. Все же не стоит приравнивать все китайские школы к таким жестким, а иногда и жестоким условиям воспитания. Как можно увидеть на фото, спортсмены постарше улыбаются и вполне не выглядят, как будто бы их бьют или заставляют. Они реально хотят сами выкладываться на тренировках и быть гордостью своей страны. Все условия для этого соблюдаются, и им не нужно думать о бытовых вещах. И об этом позже. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне в контакты в описании. И еще там можно получить мини-книгу по воркауту для начинающих.
Психологическая подготовка. Важный момент в любом спорте, конечно, играет и психологическая подготовка на результат. Азиаты не изобрели что-то новое. Поначалу опыт брали из стран СССР. Многие азиатские специалисты еще в 80-х, психологи, приезжали для обучения в наши страны. Далее объединили у себя жесткую дисциплину и усовершенствовали подходы к работе. Работа с психологом для профессионального атлета – это неотъемлемая часть подготовки. Воспитание лидерских качеств, правильная мотивация, проигрывание в голове успешных и неуспешных действий, реакция на происходящее – за все это отвечает психолог. Представьте, как сложно сфокусироваться, когда на соревнованиях много лишних голосов зрителей, видео и фотокамер, давление публики и конкурентов. Возвращаясь к японскому спортивному чемпиону по спортивной гимнастике Кохею Тимуру, именно психологическая стойкость во многом помогла ему на Олимпиаде в 2016. Атлет не смотрел на выступления и баллы судей у конкурентов, он был сфокусирован только на своем результате. Профессиональный спорт не прощает эмоций и действий на адреналине, только взвешенные решения, оточенные действия на тренировках. Большую роль играет и полное погружение спортсмена. На период подготовки нахождение только в тренировочном лагере, отстраняясь от всех других жизненных проблем. Мотивация, финансы, отношения людей. Престижность профессии атлета играет большую роль для спортсмена, когда тебя уважают и знают в лицо жители страны. В тех странах лучшим атлетам можно переехать с окраин в центральные города на хорошую зарплату. Поддержка правительства, передвижение, проживание семьи, квартира, питание атлета за счет государства и прочие льготы. Атлет живет спортом и стресс получает только от тренировочных будней, а не бытовых проблем типа оплаты коммуналки, погашения кредита и так далее. А вот что получается в России по доходам на примере гимнаста Давида Белявского. Золотая олимпийская медаль – 4 миллиона рублей, серебро – 2,7 миллиона, бронза – 1,4 миллиона и еще автомобиль. Чемпионат мира при том же уровне усилий при подготовке спортсмена оценивается ниже. Первое место – 700 тысяч рублей, второе место 400, третье 200 тысяч. Украина на примере гимнаста Олега Верняева. Золото на Олимпиаде $1000. Зарплата плюс олимпийская стипендия, а за особые услуги может повезти с машиной или квартирой. В основном бюджет дополняют рекламные контракты с брендами, и то не всегда. Влияй на развитие канала, а сделать это очень просто. Участвуй в голосованиях о следующих видео во вкладке канала сообщества. Для этого нажми на кнопку колокольчика рядом с подпиской. Также проверь включенные уведомления у себя на смартфоне. Все же, азиаты сильнее? Причины, почему азиаты сильнее. Это количество населения, развитые детские спортшколы, качество отбора генетически предрасположенных мальчиков и девочек к гимнастике и другим видам спорта. Культура спорта развита по всей стране. В Японии много долгожителей, азиаты в большинстве своем ведут подвижный образ жизни, путешествуют на пенсии, заняты физическим трудом. В Китае ранним утром на улицах можно встретить тренирующихся пожилых людей. Площадки с турниками тоже заполнены и опять-таки людьми преклонного возраста. Все это прививается и детям, и внукам. Дисциплина, как в армии. По расписанию прием пищи, встреча с близкими, выход за пределы спорткомплекса. Они почти живут там. Все начинается с детского возраста. Да, все это существует и в наших странах, но все же многие атлеты более вольно располагают временем. Нет настолько жестких наказаний, если провинился. К примеру, в Китае тебя могут депортировать из страны за несоблюдение правил спорткомитета. Тренировки. Занятия через боль на грани возможностей, не жалея здоровья, получая травмы, ведь всегда можно заменить на другого человека для достижения высших результатов. Ожидающих своего шанса атлетов целая очередь. Этим подходом отличаются особенно в Китае. Хоть и немногие школы признают, какими жесткими методами проводятся тренировки гимнастов. Напиши свое мнение в комментариях, как тебе результаты азиатских спортсменов. Возможно, о ком-то я забыл упомянуть. Ребят, присылайте и свои спортивные истории мне в соцсети. Если это покажется действительно интересным широкому кругу людей, то я сделаю выпуск на канале. Нашим тоже есть чему похвастаться. Вернемся к Олимпийским играм в Рио 2016 года. Прыжок Радивилова. Именно так называется именной прыжок с 3,5 вращениями. Игорь Радивилов придумал и первый выполнил этот элемент, но судьи его не оценили, занизили баллы, а через несколько месяцев после Олимпиады и вовсе запретили. Радивилов объясняет это тем, что прыжок слишком сложный и на данный момент ему не с кем будет конкурировать. Поэтому спортивному комитету это невыгодно, время еще не пришло. Я думаю, что многое все же зависит от заинтересованности конкретной страны.
страны. Кому-то нужны медали, а кому-то кое-что другое. От этого отталкивается и процесс подготовки, тренировки, привлечение лучших специалистов для результатов спортсменов. Да, если население больше, то и шансов на золотые медали тоже больше. И выбор самих атлетов шире. Финансовая поддержка тоже имеет немаловажную роль. Все же спорт у азиатов — это часть культуры. Даже в уличном воркауте, где нет должного финансирования, они стремятся быть первыми лидерами среди других стран. Если было интересно, оставляй лайк под видео. Ссылки на авторов в описании к ролику. Дополнительные материалы о сюжетах смотри в телеграм-канале Владарович. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета — я.